Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа в Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасче Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман в прозе Манас на кыргызском языке. Вот эти книги пятитомные, они перед вашими глазами. Затем я эти книги перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кроме этого, чтобы помочь ученикам средних школ лучше освоить эпос, мною разработаны рабочие тетрадки по эпосу Манас. Вот они перед вашими глазами. Все эти романы и рабочие тетрадки в настоящее время включены в школьную программу по решению ученого совета Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии Манас Семитей. Мною закончена работа над первым томом данного произведения, и сейчас идет работа над вторым томом. Кроме этого, чтобы популяризировать побольше наш героический эпос, я в ежедневном режиме выступаю с этими видеороликами об эпосе, Манасе, моих романах на кыргызском и русском языках. Видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что любой человек нашей земли может ознакомиться с эпосом Манас на своем родном языке или на языке наиболее понятном ему. Поэтому у меня к вам просьба сообщить об этих наших видеороликах вашим друзьям, знакомым, родственникам, близким, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса Манас. Это пока все, что я хотел кратко рассказать вам об эпосе Манас, в моем романе. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего произведения. Услышав, что Кукча отправил войну за Алмамбетом, казахские вельможи несказанно обрадовались. Выйдя из юрты наружу, они тайно начали совещаться о том, как прикончить ненавистного китайца. «Ты убьешь Алмамбета», — обратился Лимбай к рослому, широкоплечему, смуглому богатырю Калдарбеку. «Когда этот блудный китаец войдет в дом, внезапно ударь его в сердце кинжалом». «Можете ни в чем не сомневаться, господин», — ответил вдребезги пьяный Калдарбек. «Алмамбет не сможет спастись от меня». Посыльные, быстро доскакав до Алмамбета, остановились перед его домом. «Вас срочно вызывает Кукчо», — вежливо обратился к китайцу среднего роста, смуглый, скуластый, полноватый чаян. «Следуйте за нами». Господа, собравшиеся там, выпили слишком много водки и опьянели, добавил рослый, худощавый доктор. У всех сейчас неважное настроение, поэтому собирайтесь побыстрее. После этих слов у Алмамбета тревожно забилось сердце. «Что случилось?» – подумал богатырь.
Я видел точно такой знак, когда стал врагом отца. Почему Кукчо так внезапно вызвал меня? Разве здесь есть враждебный хан, которого надо немедленно изловить? Или есть человек, намышляющий против меня подлость и вызывающий к месту поединка, если не сумею его поймать? Или объявился беспощадный враг, и во мне возникла большая необходимость, вследствие чего Кукчо собрал всех мудрецов, богатырей у себя и дал знать об этом народу. Возможно, по этой причине он позвал меня. Но китайцу даже в голову не пришла мысль о том, что он стал врагом казахов. Алмамбет, не жалея сил, служил им и относился к ним как к родным братьям. Крайне встревоженный и озабоченный, Алмамбет с бешено колотящимся сердцем отправился к Кукчо. В это время захмелевшие от водки казахи вовсе разбушевались. Когда Алмамбет войдет в дом, немедленно его уничтожь, на ему сказали всех Халдарбека. Приблизившись к дому Кукчо, Алмамбет возле него увидел большую толпу. Он решил, что это люди, приготовившиеся к походу против калмаков, китайцев. Но опять же у него даже мысли не возникло о том, что они собрались, чтобы убить его. Когда встревоженный Алмамбет вошел в дом Кукчо, стоявший на страже рослый, широкоплечий, вооруженный длинным копьем в боку, сразу распахнул двери. Переступив через порог, Алмамбет поприветствовал всех. Испугавшего грозного вида, до сих пор чувствовавшие себя храбрецами вельможи, оробели. Вскочив с места, они наперебой откликнулись на приветствие Алмамбета. От их геройских слов не осталось и следа. Кукчо, лежавший красным уголка юрты, подложив под голову подушку и посадив рядом Будайбек, крайне разозлился тем, что вельможи вскочили и ответили на приветствие китайца. Что случилось с вельможами? Рассердился он. О чем мы до сих пор разговаривали? Что хотели сделать с Алмамбетом? Правильно, решили его уничтожить. Тогда почему мои придурки испугались? Стоило войти Алмамбету. Почему стушевались приветствовать его? Что, вельможи опьянели? Или они настолько малодушны и трусливы? Если вельможи такие трусы, зачем тогда посоветовал мне убить Алмамбета? Как я могу доверять таким слюнтяям? Как буду ходить среди людей с гордо поднятой головой? Как буду править другими народами? Что с вами случилось, мои богатыри, правящие народом вельможи, являешься моей опорой? Сердито заорал Кукчо. Что, сюда дракон голову засунул? Или внезапно вошел лев? Нет, запинаясь, ответил Алима. Тогда почему оказывается такое почтение неисправимой китайской блудной собаки? Предлагаете ему свое место? Где ваши давичные слова? Алмамбет остолбенел, услышав слова Кукчо. Что он говорит? Поразился богатырь. О каком драконе Кукчо говорит? О каком льве идет речь? Видимо, опьянев, Кукчо болтает всякую чушь. Как могут относиться ко мне такие обидные слова? Наверное, Кукчо адресовал их кому-нибудь другому. Или, потеряв от водки рассудок, он говорит обо мне. Если бы Кукчо был трезв, он устроил скандал. Но только идиот может обижаться на слова пьяного человека. Не стоит затевать с ним скандал. Вельможи, сконфуженный обоснованными словами Кукчо,
снова уселись на свои места. Из-за того, что никто потеснился, Алмамбет остался стоять посередине дома. «Ты гляди, никто не уступил мне место», – печально подумал китаец. «Видимо, по какой-то причине они испытывают меня. Подавая вида, надо подойти к Укчо и сесть рядом с ним». Задетый поступком вельмож, Алмамбет подошел к лежавшему Кукчо. Облокотившись на его левое колено, он уселся рядом с ним в свободное место. Кукчо, не желавший его видеть, всю свою желчь направил в сторону Алмамбета. «Уважаемый казахский вельможа!» – язвительно произнес он. «Когда к нам пришел этот блудный китаец? Если он пришел в гости, почему не возвращается на родину? Если будет так блуждать, как бы этот раб внезапно не сдох поганой смертью?» Разбушевавшись, Кукчо произнес в адрес богатыря Алмамбета немало таких оскорбительных слов. Долго слушавший его китаец, не понимая, о ком идет речь, в конце концов обратился к Кукчо с прямым вопросом: «Друг, на кого ты рассердился? И кому говоришь столько слов?» С улыбкой спросил он казаха. «Я говорю о тебе, подлом рабе!» — гневно произнес разозленный Кукчо и толкнул ногой сидевшего рядом китайца. «Кукчо серьезно говорит или шутит?» Еще больше поразился китаец поведению друга. «Кукчо, ты ли это?» — насмешливо произнес он. «Почему ты говоришь такие слова? Что я тебе такого сделал? Я никогда не слышал от тебя таких оскорбительных, язвительных слов. Теперь услышишь. Успокойся. Я прекрасно знаю, что есть немало людей, завидующих нам. А теперь скажи, Кукчо, почему ты на меня сердишься, если я веду себя в твоем народе смирно? Если ты увидел от меня какое-то зло, скажи об этом прямо в лицо. Если задел тебя чем-либо или в чем-то провинился, скажи прямо. Но если я ни в чем не виноват, откажешь от своих обидных слов. Ничего не скрывай, богатырь». Вельможа, до сих пор сидевший пьяными и храбрыми от водки, испугавшись сурового вида Алмамбета, трусливо притихли. «Сволочи, суки!» — разозлился на них Кукчо. «Погляди-ка на них! Никто и пикнуть не посмел, когда одинокий Алмамбет наговорил мне таких дерзких слов. Оказывается, они вели себя так храбро только от того, что наелись моего мяса и напились водки. Но стоило сюда зайти Алмамбету, и эти подлецы от страха смогли выдавить из себя ни одного слова против него, как будто зайцы, увидевшие дракона. Выходит, вместо них я должен давать ответ. Если я сам не пристрелю, никто, вероятно, не сможет уступить против Алмамбета. Ты, блудный раб, испортившийся тесто, разрушенное хозяйство. С ненавистью посмотрел на Алмамбета Кукчо пьяными глазами. Ты, человек, сбежавший от своего народа, не сумевший ужиться с соплеменниками. Почему ты хорохоришься и говоришь разные гадости, ни в грош не ставя столько людей? Ядовитые, оскорбительные слова самого лучшего друга не на шутку взволновали богатыря китайцев. «Я совсем не понял тебя, друг», — растерянно произнес Алмамбет. «Сейчас поймешь», — зло процедил Кукчо. «А вы почему молчите, хорошие мои? Почему не говорите этому китайцу из Хангая, чтобы он убирался отсюда?
Почему не скажете ему, что он ушел от нас? Почему не посоветуете ему возвратиться в родные края? Почему вы молчите, будто набрали в рот воды? Когда Кукча угрюмо оглядел сидевших вокруг, Алмамбет рассвирепел от негодования. «Ах ты, негодяй, сукин сын, Кукчо!» — возмущенно проговорил Китай. «Что ты болтаешь чепуху? Немедленно угомонись!» «А если откажешь угомониться, что ты сделаешь, блудный пес? У тебя испортился нрав. Пусть черная земля проглотит твои подлые замыслы». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.